Я сбежал из максимально защищенной тюрьмы. Тюрьма сделана полностью из бедрока и расположена по центру острова ничего. И она была построена моим лучшим другом Кореяном. Он сказал, что мы не сможем сбежать отсюда. Мы заспавнились в гигантской комнате, а напротив нас был житель. И житель стоит на нажимной плите, которая соединена с командным блоком. И чтобы активировать этот командный блок, нам нужно столкнуть жителя с нажимной платформы. А над командным блоком написано «Уберет назритовый блок». И этот назритовый блок, о котором так говорится, прямо перед нами. А позади назритового блока выход. Это значит, что если мы уберем этого жителя с нажимной плиты, это откроет нам назритовый блок, и мы сможем сбежать из тюрьмы. Но у меня нет идей, как мы должны убрать жителя, потому что между нами есть невидимая стена. Но по центру невидимой стены есть щель в один блок. Это значит, все, что нам нужно, чтобы сбежать, это получить вещь типа лука или вещь, которую можно кинуть в жителя. И с ними мы сможем оттолкнуть жителя с нажимной плиты и сбежать. Итак, наша цель найти кидабельную вещь, чтобы скинуть жителя. Но единственная вещь в этой комнате — это стенд зельеварения и блейзовый порошок. Но я не понимаю, потому что у меня нет идей, как может зелье помочь нам убрать этого жителя. Но здесь есть две другие комнаты. И в первой комнате скрывается буквально огромная коробка со стеклянной бутылкой по центру. И это кажется реально странным, потому что почему здесь только одна стеклянная бутылка? В такой гигантской комнате здесь точно должно быть что-то еще. И я пошел по углам, чтобы найти какие-нибудь фейковые блоки или скрытые проемы. Но я буквально ничего не нашел. Это просто огромная комната без цели. И поэтому я решил оставить ее и пойти во вторую комнату. А в этой комнате просто была лава. Но честно, за лавой должно же что-то быть, что-то скрытое. И так я начал спамить правую кнопку мыши. И я нашел воронку, а внутри был мертвый саженец, который говорит, что я короткий. Но это же неправда. Я самый высокий мужик из всех мужиков. Но это было все. Мы проверили каждую вещь в этой тюрьме. И все, что у нас есть, это мертвый саженец, который говорит, что мы короткие, стеклянная бутылка и порошок Блейза. Я не понимаю, как это должно помочь нам сдвинуть жителя с нажимной плиты. Мы уже запутались. Я знаю, что я что-то упустил, но я не знаю, что. Итак, я решил осмотреться в комнатах и вошел к табличке выхода. А внутри этого проема я увидел скрытую воронку. А внутри этой воронки был адский нарост. Но это буквально все. Мы исследовали буквально каждую комнату и каждую отдельную часть тюрьмы. И все, что есть, вот эти вещи. И поэтому я решил вернуться в комнату славы, чтобы посмотреть, ничего ли мы не упустили. Затем перешел в F5 мод и начал проверять, что позади лавы. Когда я это сделал, я нашел скрытый проем, скрытый в углу. Поэтому мне нужно пробежать через это очень быстро, чтобы не сгореть и остаться в живых. Поэтому я отступил и пробежал, и выжил с 8 сердцами. Но эта комната была полностью пустая. Внутри просто портал в ад, а позади портала в ад была лава. И кажется, что нам нужна какая-то вещь, чтобы что-то поджечь и активировать этот портал. Итак, я осмотрелся у портала, чтобы найти что-нибудь скрытое вокруг него, потому что у нас до сих пор нет вещей совсем. И когда я осматривал углы, то заметил что-то странное в воде. Вообще-то была воронка, а внутри был паучий глаз. Я побежал обратно в главную комнату, к стенду зельеварения, чтобы посмотреть, что я могу сделать. Но нужна вода для стеклянной бутылки. И я начал думать, когда мы в последний раз видели воду. И затем до меня дошло, что мы только что вышли из воды. Поэтому я запрыгиваю в секретную комнату и делаю из стеклянной бутылки бутылку с водой. Затем возвращаюсь обратно в главную комнату. И используя адский народ, я превращаю мою бутылку с водой в пустое зелье. Единственная вещь, которую мы можем использовать в стенде зельеварения, это паучий глаз. А паучий глаз превращает пустое зелье в зелье отравления. А это просто бесполезно. Мы делали все это, чтобы просто выпить зелье с ядом. Я не хочу себя отравлять. Цель была убрать жителя. А мы уже проверили каждую, комнату. Должно быть, я что-то упускаю. Но что же это может быть? Итак, забегаю в пустую гигантскую комнату, чтобы снова проверить. Вдруг что-нибудь есть, но я не могу найти никакой вещи в этой комнате. И поэтому я решаю снова вернуться в скрытую комнату. А единственная вещь, которую я могу сделать здесь, это поджечь этот портал каким-нибудь огнем, используя лаву. Так что нам нужно найти вещь, которая загорается. Я пытался использовать мертвый саженец, но он не работает. Единственное, он напоминает мне о моем росте, а я ненавижу быть коротким. И начал проверять всю эту комнату. Вдруг что-нибудь, какие-нибудь подсказки или скрытые сообщения, что-нибудь вообще. Я даже второй раз проверил, что скрыто за лавовыми стенами, чтобы найти что-нибудь упущенное, но ничего не было. И сейчас я хотел сдаться. Я решил проверить еще один раз. Если я не смогу что-нибудь найти, я просто выйду. А Кореен победит. Я еще раз пошел в гигантскую комнату, но сейчас, пока я ходил, я кое-что заметил. Ниточку на полу. Она бесполезная, не буду лгать, но сейчас у нас появился прогресс. Вот почему эта комната такая большая. Здесь везде, наверное, скрытые нитки. Итак, я начал кликать на каждый блок в этой комнате, потому что отсюда мне нужна каждая ниточка. А затем я нашел вторую, дальше третья, а на выходе я нашел четвертую. И теперь у нас есть 4 нитки. И на самом деле я не знаю, что с ними делать. Итак, я посмотрел в крафтовую книгу и понял, что мы сможем скрафтить белую шерсть. И вот когда я понял, мы можем использовать эту белую шерсть, чтобы заставить адский портал зажечься. Итак, я отправился в комнату славы и вошел в секретный проход и поставил шерсть прямо перед лавой. Затем шерсть загорелась и портал активировался. Затем я прыгнул внутрь, и сейчас мы в аду. И прямо перед порталом была табличка, на которой написано: раздобудь до выхода 1 паучий глаз, 1 гриб и 1 сахар. А из этих вещей получается ферментированный паучий глаз. И теперь я точно знаю, как нам нужно сбегать из этой тюрьмы. Если мы совместим ферментированный паучий глаз с нашим зельем отравления, оно изменится в зелье вреда. А если у нас получится найти 1 порох, мы сможем сделать кидательное зелье вреда. И мы можем кинуть это в жителя. А это активирует командный блок и даст нам сбежать.
сказать. Так что сейчас мы ищем эти вещи. Первое, что я увидел, это рельсы, а сверху табличка, на которой написано «сюда». А для нас нет способа просто пройти, потому что вот этот вот бедрок-блок блокирует нас. Но если у нас получится найти вагонетку, мы поставим ее на рельсы и проедем. А в другой части комнаты другая табличка, там говорится «Йоу, сюда». За вещами. Это щель идет в комнату, внутри которой воронка. Но она высотой в 5 блоков. И нам нужно найти способ подняться туда. Итак, осталось 2 комнаты. А внутри первой комнаты просто пустота. И это очень странно. Почему здесь просто пустая комната? Я прошелся по ней и попытался увидеть что-нибудь скрытое. Допустим, нитки, которые были раньше, но ни одной не нашел. Я решил уйти из первой комнаты. Во второй комнате я нашел железную руду, а также верстак. Я понял, для чего была эта железная руда. Здесь 5 железной руды. Если у нас получится добыть ее всю, мы сможем использовать этот верстак, чтобы сделать вагонетку. А затем поставить вагонетку на эти рельсы. И мы сможем отправиться туда, куда ведут эти рельсы. Итак, сейчас нужно найти способ добыть это железо. И первая вещь, которую я сделаю, это добуду верстак. Вдруг под ним что-нибудь есть. И когда я это сделал, я нашел кнопку. Но эта кнопка не поможет нам добыть железо. Но, возможно, она будет полезна немного позже. Итак, я продолжил искать что-то, чтобы добыть железо. А затем я заметил песок прямо позади портала, из которого мы пришли. Я решил весь его добыть. Но после того, как я добыл песок, мне нечего было делать. Мы уже проверили все комнаты, и если я сломаю мое железо кулаком, чтобы посмотреть, вдруг под ним что-то есть, то я не получу руду. И для нас нет способа попасть в ту комнату на рельсах, или в ту комнату, ведь высота 5 блоков. И поэтому я запутался, что мы вообще должны делать. Единственная оставшаяся комната это пустая, и я знаю, что в ней есть что-то особенное. И когда я оглядывался в ней, я заметил что-то странное. Эти 2 бедрок-блока были немного другого цвета, чем обычные. И когда я ударил их, они оказались фейковыми бедроковыми блоками. Это были просто карты, а позади была секретная воронка, а внутри было 5 пороха. С 4 песками и 5 пороха я точно знаю, что нужно делать. Итак, я ставлю мой верстак, ставлю 4 песка и 5 пороха прямо в верстак. И делаю блок динамита. Затем я подхожу к железной руде, ставлю его наверх и использую кнопку, которую мы добыли ранее, и поджигаю динамит. Когда он взорвался, прямо под ним оказалась воронка, а внутри был 1 порох. Сейчас мы можем использовать порох, чтобы сделать кидабельное зелье. И у нас есть 5 железа, чтобы сделать вагонетку. Но что сейчас делать? Нужно найти печку. А мы уже проверили буквально каждую комнату. И я попытался подумать, где может быть скрыта печка. Я заглянул в тоннель, чтобы увидеть что-то скрытое на стенах, но ничего не нашел. Затем появилась идея проверить за порталом в ад. И я нашел ее. Но есть одна проблема. У нас есть 5 железа, но его нечем переплавлять. Так что нам нужно также найти, чем можно переплавить железо. Может, я смогу использовать верстак, но затем я понял, можно же просто использовать таблички. Я посчитал, и в этих комнатах было 5 табличек. Итак, я добыл их все и вернулся к печке. Запихнул 5 табличек внутрь. И 5 табличек точно хватило, чтобы переплавить 5 железа. 5 железных слитков. Итак, я подошел к верстаку и скрафтил из 5 железных слитков вагонетку. Но до того, как отправиться на рельсы, я вспомнил, что у нас еще есть эта комната. Но у нас есть только 1 блок. И это этот верстак. И нам нужно как минимум еще 3 блока. Нужно подумать над способом подняться туда. А затем я понял, есть способ. Если я добуду эту рельсу, а затем поставлю ее в ту комнату, а затем поставлю вагонетку на рельсу, запрыгну внутрь вагонетки, и сейчас мы сможем заглянуть в воронку. А внутри воронки был сахар. Сейчас у нас есть одна из 3 вещей, которая нам нужна. Затем я сломал мою вагонетку, а также рельсу, и вернулся на ЖД. И у нас осталось только 2 вещи, чтобы сделать кидабельное зелье вреда. Нам нужен гриб и паучий глаз. Итак, я ставлю мою вагонетку, она привозит меня в новую комнату. В этой комнате абсолютно пусто, только житель. Когда я нажал на него, он торговал мертвым саженцем за гриб. А мертвый саженец у нас есть с самого начала, который говорил, что я короткий. Он оказался полезным. Итак, я сторговал его за гриб. И все, что осталось, это паучий глаз. И я поискал воронку прямо под жителем, но ее там не было. И кликнул на каждый блок в комнате, на наличие фейковых блоков, но ничего не нашлось. И у меня нет идей, что я должен найти. И что нам делать дальше? Но дальше я решил пробраться по рельсам, а внутри был паучий глаз. Я нашел его. Он был скрыт внутри ЖД путей. Я забрал его, и сейчас у нас есть все для побега. Затем я прыгнул в портал в ад и вернулся в тюрьму. Я побежал в главную комнату. Но когда я пришел туда, я увидел что-то странное. Кориен просто летал между мной и жителем, но он ничего не делал. Итак, я просто ставлю свой верстак, чтобы сделать ферментированный паучий глаз. Пихаю его в стенд зельеварения вместе с зельем яда. И делаю зелье вреда. Затем использую порох, чтобы сделать сплэш зелья вреда. И сейчас у меня есть зелье, которое нам нужно. Итак, я идеально прицеливаюсь и встаю, кидаю зелье в жителя, и это срабатывает. А назаритовый блок пропал. Я начинаю быстро забегать в туннель. Но позади Кориен начинает преследовать меня. И до того, как я убежал, он убил меня. Спасибо, реакция, перевод, озвучка, твой лучший канал, подпишись.